Привет, с вами Алена. Сегодня затронем тему той самой стелящейся налипшей кутикулы. В данном случае ее практически не видно и кажется, что она как будто бы маленькая, но это совершенно не так. Для этого нам понадобится пушер и обязательно закругленный. Вот здесь вот история сработать любым инструментом не проканает, потому что нам нужна хорошо заточенная лопаточка анатомической формы для того, чтобы вот таким образом, как я сейчас показываю на видео, очень нежно и аккуратно собрать эту кутикулу. Она начинается не там, где обычно, а чуть ли не от середины ногтя. Это просто нужно увидеть, нужно присмотреться. Вот эта тонкая пленка, которая и является началом кутикулы. Если действовать от кутикулы поближе, то вы ее просто порвете, и клиенту будет больно. И вообще люди с таким типом кожи, они, на мой взгляд, немного страдают от маникюра, потому что для них это всегда боль, для них это всегда мучение. Они говорят, вот у меня капилляры там близко, у меня кутикула не такая, мне мастер всегда говорит, что не очень-то у меня кожа хорошая. Да, это случай, он сложнее, чем обычный, я не могу с этим не согласиться, но ввиду того, что я сама обладатель подобной кутикулы в прошлом, подчеркну, потому что сейчас, она нарастает, налипает, она более чувствительная, но, естественно, уже не так, как мы видим на нашем видео. Дело в том, что такую кожу нужно воспитать, ее нужно приучить, и это вполне реально. Тут важна работа не только мастера, но и закадровая, вне кабинетная работа клиента, потому что сейчас мы все почистим, аккуратно уберем. Кстати говоря, обратите внимание, что обработку я провожу фрезой с желтой насечкой и с тупым кончиком. Я это делаю, потому что кожа при натяжении может лопнуть, можно ее случайно пропилить по синусу, даже если правильно натягиваешь. В общем, все должно быть максимально нежно, очень аккуратно, и здесь действуем по принципу, что лучше не допилить, чем перепилить. Это тот самый случай, когда у вас не будет подкутикульного пространства, не будет супер какой-то там офигительно вылизанной линии кутикулы. Это все не сегодня, это все возможно потом, но не в этот раз и даже, наверное, не в следующий, потому что кожу будем воспитывать. После нежной деликатной обработки обязательно рассказываем клиенту о том, что нужно делать домашний уход, что обязательно, просто вот must have это уход за кутикулой в виде нанесения масла 2 раза в день массажными движениями. Ведь именно при таких манипуляциях кожа перестанет нарастать, она с помощью массажа будет скатываться такой ровный, аккуратный валик, но при условии, что клиент действительно это делает, а не один раз намазал, потому что мы все знаем, что масло нужно не только купить в своего мастера, но еще и наносить его. А у большинства такая проблема. Я же купила, она у меня есть, но почему-то не работает. Потому что масло силой воли дистанционно не будет увлажнять вашу кожу. В общем, вы здесь поняли. В данный момент вы наблюдаете мелкие доработки. Для этого я использую кусачки. Кому как, но лично для меня здесь именно такой инструмент, ввиду того, что я считаю, что самый тонкий срез, максимально тонкий, могут сделать именно кусачки при условии, что вы не очень хорошо поднимали кутикулу, а здесь у нас именно так, то есть я не лезла никуда в глубину, какие-то моменты дорабатываю фрезой поострее с красной насечкой, и то практически не дыша и очень осторожно, и если вы присмотритесь, в зоне кутикулы уже есть легкое покраснение, и это при том раскладе, что я еще никуда не залезала. Оттягивая кутикулу, я понимаю, что там еще как много всего осталось, но сегодня у нас не будет супер крутого маникюрчика с много чистыми синусами, это совсем другая история. Здесь нам очень важно сделать так, чтобы клиент не мучился от боли, не страдал от того, что мастер пожелал сделать супер инстаграмную кутикулю. Конечно, этого не нужно, и слово кутикуля я говорю специально, потому что она здесь такая, тоненькая, она практически детская, поэтому она даже не кутикула, она совсем-совсем малышка. А в конце обезжириваем, все еще раз проверяем и помним, что никаких идеальных супер линий кутикулы здесь просто быть не может. И вообще перестаньте равняться, пожалуйста, на эти инстаграмовские идеалы. Вы поймите, там люди часами вылизывают эту кожу для того, чтобы сфоткать ее для вас в макро, а все остальные все пытаются ее повторить и никак не могут.
Ну, в общем, что хочу сказать. Здесь с чувством меры главное работать. И аккуратно, и нежно. И все будет у вас хорошо. И обязательно домашний уход. Ну, а с вами была Алена. Пока-пока. До новых встреч. И не забываем поставить лайк.